В описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Всем здравствуйте. Мы на глобальном сервере. У нас сегодня уже почти 13 июля. И это значит, что завтра у нас уже тот самый баннер конструкторов, который официально называется «Призывы вариантов», а сборный баннер называется «Призывы желаний». Завтра он у нас уже начнется. В чем главная особенность этого баннера? Ну, она даже не в том, что мы здесь выбираем любые две школы. Она в том, что, выбрав каких-то две школы, те стихии, которым эти школы принадлежат, будут учитываться в пуле героев, и эксклюзивные герои поддержки, соответствующие стихии, будут находиться в пуле героев. То есть, если мы, например, выберем призыв какой-нибудь, либо теней, то у нас в пуле героев будет и Беренгар, и Тиамат. Ну и, соответственно, вот этот вот волк и Сириэльс. Также будет и с другими школами и, соответственно, стихиями. То есть, если мы выбираем Ауру, то у нас будет и Мистер Ананас, и Лина. Ну и, конечно же, не забываем про Митрасию. Именно поэтому я рекомендую крутить этот баннер, но только тем, у кого нет проблем с ресурсами. То есть, тем, кто может потратить 270 призывов сюда, проверить свою удачу. Может быть, даже еще и во второй, который будет следующим, то есть, после этого конструктора будет еще один. А затем сборный баннер. И вот для тех, кто может покрутить и сюда, и в следующий может быть, и в сборный там 300 либо 1000, потратить, вот тем я советую его не пропускать, ни в коем случае. Потому что других шансов, как мы уже видим, из тех баннеров, которые мы видели, что шансов на получение эксклюзивных героев поддержки у нас других нету, по крайней мере пока что. И единственное, что мы можем попробовать получить, более-менее с высоким шансом, это эксклюзивный герой поддержки нового сезона. Но там жуткий рандом. То есть мы, например, хотели Лину, а получили Орла. Ну и так далее. То есть теоретически она нам может не выпасть даже там за 100 тысяч призывов, потому что выпадение происходит случайным образом. Кому же я его не рекомендовал бы крутить? Тем, у кого ресурсы сильно ограничены. То есть у вас, допустим, есть уже какая-то основная команда, и вы хотите либо ее усилить, либо собрать новую. И у вас там, допустим, не хватает много героев. Я бы не советовал его крутить, потому что после выбора школ двух, там, во-первых, будут все герои этих школ вперемешку, двух школ. Плюс ко всему, там будут все герои поддержки этих стихий, в том числе и герои поддержки эксклюзивные. Это не всегда хорошо, допустим, мы хотим Тиамат, шанс на Тиамат, а у нас выпадет Беренгар. И при этом у нас, например, не выпадет Лильванис, хотя мы хотели собрать школу призыва. Что нам с этим Беренгаром делать? Ничего. И учитывая то, что шанс на выпадение эксклюзивного героя именно поддержки, он крайне мал, очень мал. А на выпадение желаемого героя поддержки, например, Мааштура, Лины, либо еще кого-то, он еще значительно мельче. Я бы сказал, что он очень близок к нулю. И вот так вот опрометчиво испытывать удачу, когда у вас очень мало ресурсов, это как, допустим, идти, с 10 тысячами долларов последних, когда вам жить негде, в казино, с надеждой на то, что вы выиграете там миллион. Это вот примерно такая же логика. Ну а что же я предлагаю тем, кому я не советую его крутить? Конечно же, я советую сборный баннер, который называется «Призывы желаний». Почему его? Потому что там у нас гораздо больше контроля над тем, что мы получим, то есть над результатом. Плюс ко всему, там есть гарант на редкого героя поддержки, уже за 200 призывов. И давайте вспомним, либо узнаем, что это за баннер. Вот этот баннер я называю сборным. Он тоже по сути по своей конструктор, но для того, чтобы их отличать и сразу понимать, о каком конкретно идет речь, их лучше называть разными словами. Это у нас, допустим, сборный, а тот, который на выбор две школы, это у нас конструктор. Тогда мы не будем путаться в разговорах. Итак, сборный баннер — это отличная возможность для того, чтобы добрать ключевых эксклюзивных героев, либо пробуждение к ним. Также это отличный способ получить редкого легендарного героя поддержки, не эксклюзивного, а именно редкого. Типа вот Филосии, Истайон и вот таких вот. Плюс ко всему, это еще отличная возможность собрать школу, либо добрать кого-то из тех героев, которых в ней не хватает. Как этот баннер работает? Во-первых, сразу скажу, что вот эти вот циферки, где мы будем выбирать героев, они никак не влияют на счетчик гаранта до эксклюзивного героя. То есть у нас на 100-й призыв не исключено, что у нас упадет с самого баннера легендарный герой. Пускай там любой, то есть может быть и эксклюзивный. Плюс ко всему мы бонусом заберем еще того, которого мы здесь вот выбрали за бонусом за 100-й призыв. То есть вот эти вот слоты, которые здесь мы заполняем героями, которых хотим, это у нас бонусы. Бонусы, грубо говоря, за потраченные призывы в этот баннер. Когда мы тратим 100 призывов, мы получаем вот этот бонус, независимо от того, что упало, как упало, где упало. За 200 потраченных призывов мы получим вот этот бонус, за 300 и так далее. Это нужно обязательно понимать для того, чтобы понимать,
что если у нас не падает эксклюзивный герой именно с баннера, то есть не вот этот мы забираем, а именно с баннера должен упасть. Если он не падает, то у нас счетчик гаранта продолжает считать. И, соответственно, даже если мы открутим 800 призывов, мы заберем всех вот этих вот героев, то у нас, получается, останется еще 200 призывов до гаранта на 1000 призыв. Это нужно четко понимать, чтобы принимать верное решение и понимать вообще, в чем смысл баннера, да, какая у него стоимость и все вот это вот. Поэтому, если мы сюда заходим и мы начинаем крутить выше 300 призывов, мы должны быть готовы, то есть как по ресурсам, так и морально, психологически, мы должны готовы потратить 1000 призывов, то есть докрутить до 1000 призыва. Потому что вполне возможна ситуация, что вам после 300 призыва, вплоть до 800, никакого эксклюзивного героя с баннера не упадет. И вам всего лишь 200 призывов останется для того, чтобы получить его по гаранту. Либо он упадет чуть раньше, если повезет. Потому что если этого не сделать, если не докрутить до 1000, когда у нас ничего не упало до этого, то получится, что вы заберете 2 эксклюзивных героя за 800 призывов. Это очень дорого, это по 400 гелиолитов. В обычном баннере у нас получается 270, да, то есть 30 нам дают бонусом гелиолитов, и 270 мы тратим за одного эксклюзивного героя. А здесь уже получится по 400. Это дорого. Ну а теперь давайте вспомним, либо узнаем, кто не знал, как работает этот баннер. Мы, вот эти вот желтые слоты, это у нас слоты для эксклюзивных героев. Мы выбираем 2 эксклюзивных героев сначала. Допустим, это будет Таресия, и, допустим, на второй слот я выберу куклу. Подтверждаю, и после этого мы должны выбрать вот эти промежуточные бонусы, которые уже будут состоять из стихии тех героев, которых мы выбрали. Стихии у нас учитываются для выбора героев поддержки, а школа, к которым принадлежит вот этот эксклюзивный герой и вот этот, уже учитывается, когда мы выбираем героев ДД, соответствующих школ. То есть у нас здесь герой ДД Линкас, это у нас герой Ауры, да, и 3 героя неустрашимых, вот они. Причем в первый слот мы можем выбрать только обычных, то есть не редких героев ДД. И также не редких героев поддержки соответствующих стихий. Это у нас вот Гиллиан, да, Данелла, Сагамир. То есть мы знаем, сколько их падает, как часто они падают. То же самое с Бианфрейм, Тамар и Стегнумом. А вот уже редких героев мы сможем выбрать во втором слоте. И здесь уже оставшийся герой неустрашимых, это у нас Эвелиус, он считается редким. Также у нас очень редкая это Дианта, действительно она очень редко падает. Шахла падает чаще, но я бы не сказал, что она прям необходимая для получения. В любом случае мы выбираем героев редких ДД школы, получается Ауры, и здесь же у нас оставшийся герой школы неустрашимости. То же самое для героев поддержки. Видим, что здесь все герои редкие поддержки соответствующих стихий. И это вот отличный повод обязательно за сезон хотя бы 300 призывов здесь потратить. Потому что здесь мы получаем, допустим, Дианту. Если у вас вдруг ее нету, то у вас школа Ауры вообще неполноценная. И плюс ко всему мы, например, заберем глубинного дара, который играет везде вообще. На боссах, на континентальных, по-моему, в каждом сезоне он у нас уже играет. Из-за его замедления, из-за его штрафов к атаке и вот это вот всего. Поэтому 300 призывов я советую каждый сезон оставлять на вот этот баннер. Такого соотношения цены-качества больше мы здесь нигде не найдем. И что касается оставшихся вот этих слотов, то здесь мы делаем то же самое. То есть сначала выбираем обычную легендарку, да, ДД и поддержки, и затем уже редкую. То есть когда мы все-таки крутим до 800, и если нам что-то падает до гаранта из эксклюзивных героев, то мы, допустим, за 800 призывов получаем 3 эксклюзивных героя и 2 редких героя поддержки либо ДД. Это супер, это очень супер. Давайте выберем. Я, допустим, выбираю здесь глубинного дара, да, а здесь, здесь сложно кого-то выбрать, потому что они очень часто падают, и они в первую очередь появляются у всех. Допустим, Таривола. Я как будто бы новичок. Причем во второй слот, да, повторных героев, то есть таких же, поставить уже не получится, только по одному экземпляру. Допустим, я хочу пробуждение Гиллиан, если она мне не плюс 5. Она, кстати, часто играет, что на боссах, что на воронке, то есть полезный герой, и пробуждение ей не помешает. И, например, я выберу Фаэсу, либо Ацили. Ацили у меня, допустим, у меня нету Ацили. То же самое касается для всех других героев эксклюзивных. То есть, как только мы выбираем, герои соответствующих школ и стихий появляются в этих слотах на выбор. После того, как мы определились со своими героями, да, заполнили эти слоты, мы подтверждаем наш выбор, нам показывают уже пул героев, который нас ждет в этом баннере. Мы его подтверждаем, и он у нас фиксируется. И вот уже указаны вот эти бонусы за призывы, за потраченные, которые мы будем вот так вот кликать и забирать. И здесь мы можем посмотреть пул героев. И второй очень важный плюс этого сборного баннера в том, что у нас здесь всего в пуле героев будет 2 эксклюзивных героя ДД
которых мы выбрали. Больше никого. Соответственно, если у нас хоть что-то падает до гаранта, либо по гаранту, неважно, это упадет один из нужных нам героев. И, соответственно, этот баннер, особенно если повезет, и, допустим, вам упадет, там, я не знаю, 1, либо 2, либо даже 3 там эксклюзивных героя до гаранта, это отличный способ добрать пробуждение для ключевых героев. Ну, конечно же, до 800-го там призыва, либо до 1000-го, это только для донатеров, потому что такие ресурсы накопить за сезон, это прям сложно. То есть весь сезон вы должны ничего не тратить. А это скучно, это очень скучно. Хотя кому-то нормально. То есть, когда нам не хватает какого-то героя в школе соответствующей, я имею в виду обычного либо редкого, да, героя ДД, допустим, либо героя поддержки какой-то стихии, мы здесь можем гарантированно их добрать. Причем всего лишь за 300 призывов. И в том числе получить нужного нам эксклюзивного героя. Одного. А может быть и больше, да, если упадет до гаранта. Про сборный баннер мы вспомнили, либо узнали. Теперь давайте уже договорим про баннер-конструктор, вот этот завтрашний. Здесь есть вот такое вот условие. В сборном баннере его нету. Это условие у нас есть в каждом баннере сезона, кроме сборного. И я напомню вам, что здесь условие конкретное, оно жесткое. То есть при первом призыве легендарного, именно эксклюзивного героя-бойца, он гарантированно окажется новым героем текущего сезона. Других каких-то условий тут нету. То есть никаких гарантов других здесь нету. Ну, я имею в виду по выпадению определенных героев. То есть мы делаем призывы, если нам что-то падает из эксклюзивных героев. Первое, это будет герой текущего сезона. Если этих героев будет у вас 2, например, вы выбрали призыв и, например, вы выбрали яд, у вас упадет случайный из них. При этом это не значит, что вам обязательно упадет герой ДД, ну вот герой школы какой-то. Вполне возможно, что вам может упасть эксклюзивный герой поддержки. Но при этом условий на то, какой именно из них упадет, никаких нету. То есть упадет абсолютно случайный герой из всех, которые будут в пуле героев. Я уже это проверял на тестовом сервере, у меня есть такое видео. Я 1000 призывов сделал, мне ничего не упало с баннера с этого, да, и на 1000-й призыв, то есть по гаранту, мне упал, насколько я помню, Маштур. Но это мог быть и Гришнар, и Ирмуш, и какой-то из героев второй школы, да, который я выбрал. Поэтому делайте правильный выбор, исходя из того, что у вас есть на аккаунте и что вы хотите добрать. И учитывайте все эти нюансы, потому что они влияют на результат. Слушай, ты умник. Что же нам тогда делать весь сезон? Просто сидеть и ждать конец сезона, ничем не играть, ничего не крутить? Наверное, такой вопрос хотите вы задать мне. Для ответа давайте вспомним, а сколько вообще за сезон нам гелиолитов дают. Ну, допустим, бесплатно и с минимальными затратами по деньгам. Насколько я помню, там получается в районе 800 штук. То есть где-то на 3 баннера за сезон должно хватить. Это значит, что, допустим, в этом сезоне мы могли покрутить баннер с ядом, добрать школу яда, так как она у нас довольно-таки быстро собирается, в минимальном хотя бы составе. Ну, я, конечно же, имею в виду змею. И у нас еще останется, допустим, на 1 конструктор и на сборный баннер на 300 призывов. И это, я считаю, отличный план. То есть, если вы не крутили другие баннеры, если у вас остался запас прочности по гелиолитам и останется на сборный баннер на 300 призывов, то, конечно же, заходите в этот конструктор и добирайте себе героев, либо добирайте пробуждение. А заодно и испытайте свою удачу на то, чтобы получить какого-то эксклюзивного героя поддержки. Я единственный раз из него получил эксклюзивного героя поддержки. Это у нас было, насколько я помню, во 2 сезоне я получил Гришнара. И получил я его, причем, насколько я помню, когда уже после 300 призывов рискнул еще, по-моему, около 350. То есть там что-то было на уровне 600 с чем-то. Я уже начал сильно нервничать. Но когда упал Гришнар, я, конечно, успокоился, потому что герой этот прикольный, и несколько сезонов он уже мне на арене сильно помогал. Если же вы все-таки потратились не в те баннеры, либо в те, но больше, чем надо было, и у вас кое-как до конца этого баннера, либо до конца второго вот этого конструктора хватит на 1 только баннер, и на сборный вы уже не накопите 300 призывов, вот в таком случае я советую его пропустить. Ну а всем остальным, у кого есть возможность зайти и сюда, и в сборный, заходите в оба. Насчет второго конструктора, вот честно, я не знаю. Мне кажется, это слишком дорого получится. Потому что я напомню, да, что у нас здесь будет очень обширный пул героев, и выбрать и получить что-то конкретное у нас здесь будет мало шансов. Единственное, что мы конкретно получим, это то, что мы выберем сами, когда будем забирать гарант. Тем более, я напомню, что вроде как разработчики нам обещали какую-то
какие-то изменения в баннерах в 8 сезоне, и, насколько я помню, это будет возможность выключать каких-то героев, ну, то есть система банов таких будет, запретов. Когда мы сможем выбирать героев, которых мы точно не хотим получить. Я не знаю, как она будет выглядеть, и будет ли это в 8 сезоне. Я сам не видел информацию официальную нигде насчет этого. Но если это будет так, то получить нужных героев с любого баннера нам вроде как будет проще. Хотя насчет цены не факт. Смотря чего вы хотите и сколько вы хотите. Это все касалось вопроса выбора. Крутить, либо не крутить. Если крутить, то сколько и чего. Ну а по вопросу, что конкретно здесь крутить, да, это уже сугубо индивидуальный вопрос. То есть я понятия не имею, что у вас происходит на аккаунте, но если допустить, что я новичок, и что бы сделал я, в случае, если я, допустим, яд уже собрал, и с учетом того, что нам уже сообщили насчет повтора баннера Analysis, который будет, да, не в ближайшее время, но, скажем так, ждать долго, думаю, не придется. Ну, то есть даже если один сезон еще отыграть придется без нее, это ничего страшного. С учетом баннера на Analysis, повтора баннера, я бы в конструктор поставил, во-первых, ауру, во-вторых, неустрашимых. Почему ауру? Ну, с расчетом на то, что у нас будет баннер с Analysis, да, и к тому моменту у меня уже останется добрать только ее для полноценной команды ауры. Аура, как ни крути, в полном составе является одним из лучших команд. Ну а неустрашимые, это, во-первых, шансы из конструктора получить все-таки какого-нибудь Мааштура. Других шансов у нас, к сожалению, пока что нету. Ну а во-вторых, просто получить хорошего героя. Я имею в виду куклу или кульвиду. Можно, конечно, поставить ледяной взрыв, но там, допустим, из героев поддержки тот же Ансельма, он специфический. Я имею в виду эксклюзивный. А Элисебра у нас вообще нигде не играет, то есть, ну и собрать команду будет сложнее. Нам нужна шина, минимум, и билдель. Причем билдель желательно с артефактом. Ну и, соответственно, горение совсем не рассматриваю. Ой, так, подождите, какая-то дикость у нас. Горение. Почему? Потому что оно специфичное. Да, на боссах, там, на континентальных испытаниях они результат набивают, причем иногда очень прям хороший. Ну а в остальном их как бы особо-то нигде и не используем мы. Поэтому я бы не стал именно горение выбирать. Но это я. Даже при наличии там пули героев Скара, допустим, которого было бы получить, конечно же, очень неплохо. Но шансы крайне-крайне малы. Ну а если, допустим, мы выбрали неустрашимых ауру, и у нас что-то упало до гаранта, пускай даже это будет лучница, я бы выбрал лучницу вторую. То есть я бы в итоге собрал бы ей минимум плюс 2. Потому что она заметно сильнее становится на втором пробуждении. Ну и, соответственно, на пятом, но до пятого гораздо дольше собирать. А плюс 2 это уже будет отличный результат. Ну или, конечно, можно выбрать куклу, если лучница упадет до гаранта. Это уже смотрите сами, что вам интереснее, то есть больше команд, либо один состав, но посильнее, чем в базовой версии. Смотрите сами. Ой, вот такие вот размышления получились. На этом я думаю, что все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.